В этом видео я не буду рассказывать, как вести спор на AliExpress. Я расскажу, как правильно открыть спор на AliExpress так, чтобы его выиграть и вернуть деньги. Еще расскажу о самых частых ошибках при открытии спора и после этого. Всем привет! В любом споре, как и в суде, бремя доказательств обвинения лежит на том, кто подает иск. В данном случае вы открываем спор. Это то же самое, что подать исковое заявление в суд. При обвинении у вас на руках должны быть неоспоримые доказательства того, что продавец виновен. Иначе служба поддержки AliExpress с большой долей вероятности станет на сторону продавца. Такая тенденция усилилась в 2017 году. С одной стороны, AliExpress делает улучшения в своей работе, с другой стороны, это сказывается на нас, как на покупателях, приходится платить больше. Ну и все же общее отношение AliExpress к российским покупателям стало хуже. И весомый вклад в это внесла Почта России, которая ответственна за большинство посылок с AliExpress, движущихся по территории России. Когда вы собираете доказательства, обязательно записывайте все на видеокамеру. Это многократно увеличит шансы получения качественных доказательств. Продавец берет на себя обязательство доставить до вас посылку в целости и сохранности, в рабочем состоянии. Он также берет обязательство доставить посылку за, например, 35, 60, 90 дней. Этот срок продавец указывает на странице товара. Это срок, за который готова доставить посылку вся цепочка, начиная от продавца и заканчивая местной курьерской службой, например, Почта России. Но крайним в этой цепочке является продавец. В идеале сбор доказательств необходимо начинать, когда вы только увидели посылку. На этом этапе необходимо осмотреть посылку на предмет внешних повреждений и соответствие ее заявленному весу. Если вы вскроете посылку на почте и обнаружится, что в посылке что-то не так, как должно быть, даже собрав показания свидетелей, вы не сможете их представить на спор в AliExpress. Они с этим даже разбираться не будут. В большинстве случаев доказательства собираются уже дома, когда вы принесли посылку с почты или курьер доставил ее вам. Начинайте видеозапись. Снимите на камеру целостность посылки, отсутствие внешних повреждений и надрывов. Снимите на видео все этикетки, которые находятся на посылке. Убедитесь, что все находится в фокусе камеры. Доказательства должны быть четкими и однозначными. Перед вскрытием посылки по трек-номеру вам необходимо определиться, что должно находиться в посылке, чтобы знать, как вскрывать посылку, не повредив товар. Например, ножом или ножницами. В каком месте лучше вскрывать посылку. После вскрытия упаковки выньте товар из посылки и покажите, что в упаковке больше ничего не осталось. Не забывайте, что товар обязательно в любом случае должен находиться в кадре. Часто на данном этапе покупатели пренебрегают съемкой на видеокамеру, полагая, что достаточно только фото, где, например, поврежденный товар. Года 2 назад это могло еще как-то сойти, и деньги вам, возможно, вернули. Сейчас ситуация сильно изменилась. И фотографии поврежденного товара AliExpress уже не принимает, за исключением частных случаев, на которые не стоит полагаться. Продавец-то тем более не примет ваши доказательства. Если посылка повреждена, то у вас есть серьезные шансы выиграть спор, так как продавец должен был упаковать товар, чтобы он дошел до вас без повреждений и имел товарный вид. Если посылка не повреждена, товар также без повреждений, приступайте к следующему этапу.
Покажите товар в рабочем состоянии. Если это что-то электрическое, то подключите в сеть, к компьютеру. Покажите работоспособность вашей покупки или отсутствие работоспособности. Для этого заранее подготовьте место съемки, розетки, USB разъемы, батарейки. Например, сейчас у меня находится посылка, которую я вскрою после того, как куплю к ней батарейку, а потом запишу распаковку и работу товара на камеру. Если вы получили одежду или белье, то необходимо показать внешний вид, чтобы можно было сравнить с описанием на странице товара. Даже если продавец удалил товар к моменту открытия спора, вы всегда можете воспользоваться копией страницы товара, где вы совершали покупку. Копии всегда доступны из вашего личного кабинета на AliExpress. К сожалению, в споре невозможно передать ощущения от товара о составе материала. Например, вы не сможете доказать, что вам пришла полностью синтетическая вещь, несмотря на то, что вы заказывали хлопковую. Вы можете показать качество швов или показать, насколько вещь прозрачная, повернув камеру с вещью на свет. Но опять-таки, это не доказательство, а ваши субъективные ощущения и домыслы. Если по этим причинам вам вещь не понравилась, то вы можете отправить ее продавцу за свой счет или договориться с продавцом о скидке, но не более того. В 2017 году мне пришлось вести спор, когда вещь с AliExpress не соответствовала описанию, и служба AliExpress приняла доказательства по фотографиям. Было полное возмещение средств. Сейчас служба AliExpress менее лояльна к покупателям, и, полагаю, сейчас бы присудили бы вернуть товар взамен на возврат денег. А как вы знаете, пересылка обратно в Китай стоит гораздо дороже, чем доставить посылку из Китая. Часто стоимость обратной пересылки сравнима со стоимостью товара, что делает невыгодным обратную пересылку. В таких случаях я отправляю продавцу сообщение, в котором пытаюсь узнать его мнение, узнать, как можно исправить сложившуюся ситуацию. При возникновении спора вы можете приложить переписку, которая должна обязательно вестись через сайт AliExpress. Продавец может связаться с вами по WhatsApp. Старайтесь это не допустить, ведь служба AliExpress не принимает доказательства с WhatsApp, email и другую переписку вне сайта AliExpress. Так, в одном из споров продавец уверял меня, что фонарь, который я получил, водонепроницаемый, а я, не открывая спор, старался доказать, что это не так. При переписке с продавцом старайтесь показать, что вы заинтересованы в данном товаре надлежащего качества. Была у меня с ним переписка и по WhatsApp, но в ней я не вел разговор, который бы мог повлиять на ход спора на сайте AliExpress. В случае, если посылка не отслеживается 10-15 дней с момента отправки, которую отсчитывают со дня времени как shipping time, напишите продавцу. С большой вероятностью он даст вам сайт, на котором можно отследить посылку. Не открывайте пока спор. У вас еще не закончилось время защиты покупателя. Если вы откроете спор, служба AliExpress укажет вам подождать. А если вы проиграете спор, то это будет вам минусом в ваших дальнейших спорах. И хорошо, если не заблокируют ваш аккаунт с формулировкой «Мы заметили необычную активность в вашей учетной записи». Блокировку аккаунта снять будет нельзя. Если дня за 4 до конца срока защиты покупателя посылка к вам не пришла, вы можете открыть спор по причине защита заказа уже истекает, но посылка все еще в пути, и вернуть все деньги. По этой же причине можно открыть спор, если истекло время, за которое продавец обещает доставить посылку. В обоих случаях по правилам AliExpress вы можете вернуть полную сумму за товар. Почему за 4 дня? Если вы откроете спор раньше, то в случае привлечения к спору службы AliExpress вам будет дано предписание подождать еще несколько дней. Чтобы не ждать,
Я ориентируюсь на этот срок. Если открыть спор за день до конца срока защиты покупателя, то я потеряю, например, несколько дней. Но в любом случае необходимо не пропустить срок окончания защиты покупателя. Когда-то для привлечения к спору службы AliExpress вам необходимо было нажать на кнопку, и служба AliExpress шла к вам на помощь. Но в связи с тем, что это происходило часто и по любому поводу, AliExpress сделала привлечение службы в автоматическом режиме. По некоторым причинам происходило сразу при открытии спора. По некоторым спустя какое-то время, если продавец и покупатель не пришли к общему решению. Сейчас же опять правило меняется, и в некоторых случаях служба AliExpress привлекается сразу после открытия спора. По причине защиты заказа уже истекает, но посылка все еще в пути. Итак, если у вас возникла необходимость открыть спор, то в разделе «Мои заказы» напротив выбранного товара нажмите «Открыть спор» и еще раз «Открыть спор». Выберите ожидаемое решение – только возврат средств или возврат товара и денег. Если вы выбрали только возврат средств, то это означает, что вы хотите вернуть себе деньги и решили оставить товар у себя. Это целесообразно, если продавец вас намеренно обманывал, если товар уничтожен при пересылке, если он поддельный или вовсе к вам не пришел. Также можно рассчитывать на полный возврат при несоответствии описанию товара. В этом случае шансы на полную компенсацию уменьшаются, но необходимо общаться с продавцом, чтобы иметь доказательства того, что такая посылка была выслана намеренно. Также к спору прикрепляйте отзывы недовольных покупателей. Если вы заказали, например, гайки М8, а вам прислали гайки М6, откройте спор по причине только возврат средств, но не требуйте полную стоимость, это увеличит шансы выиграть спор. В одном из споров мне пришел товар, который работал от батареи. Батарейки оказались нерабочие. Это мелочь, но если рассмотреть проблему ближе, то оказывается, что стоимость батареек у нас в регионе равна 1/3 от стоимости посылки. По этой причине я открыл спор и прикрепил скриншот с сайта магазина, где продаются батарейки. Обосновав требуемую сумму, я выиграл спор. Если вы считаете, что вы не сможете наверняка отстоять возможность получить товар и получить обратно деньги, то вы можете открыть спор по причине возврата товара и денег. Это означает, что после того, как продавец получит от вас посылку с возвращенным товаром, AliExpress вернет вам деньги. Обязательно оцените соизмеримость потраченных средств при открытии спора по этой причине. В процессе спора продавцы часто просят закрыть спор, обещают вернуть деньги на PayPal, выслать еще один товар бесплатно. Вам решать, что делать. Это ваши деньги. Не забывайте, что китайцы находятся на AliExpress, чтобы получать деньги. По поводу доверия продавцу служба AliExpress выразилась предельно понятно. Не стоит верить продавцу на слово. Всегда общайтесь вежливо с продавцами в переписке. Не лишним будет начинать переписку со слов «Dear Seller», тем самым сохранив деловой стиль и вежливость. Если вдруг продавец сорвется до оскорблений, то это явно не будет ему на пользу при ведении спора, а вы в любом случае будьте сдержаны и вежливы. Давайте подведем итоги. Первое. Все ваши действия с посылкой снимайте на камеру. Второе. Во время переписки с продавцом ведите себя вежливо и сдержанно. Третье. Прежде чем открыть спор, напишите продавцу о проблемах. Четвертое. При открытии спора требуйте разумных компенсаций. Пятое. Имейте и загружайте доказательства, которые однозначно трактуются в вашу пользу.
Пожалуйста, не обманывайте продавцов и службу AliExpress. Играйте по правилам площадки AliExpress. В целом, площадка AliExpress предоставила хорошие условия для продавцов и покупателей. Пользуйтесь этим грамотно. Задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал и всем пока.